Это очень важный урок. Тут мы более подробно рассмотрим ноду iterate и переменную number. Рассмотрим использование рандома во вложенных циклах, применяя разные способы. Также изучим методы применения входящих карт в fxmap. Это очень мощные методы, позволяющие выполнять разнообразные задачи. Научимся использовать связку нод set и sequence. И все это сразу будем проходить и закреплять на практике. Все файлы рабочие я прикреплю к этому видео, поэтому если где-то у вас возникнут вопросы, вы можете скачать и посмотреть графы. Итак, продолжаем изучать fxmap. Давайте создадим новый проект, пока мы его не будем никак называть. Откроем fxmap. Давайте сразу сделаем черно-белый ее выход. Открываем fxmap и сразу же давайте мы добавим ноду iterate через правый вход. Обратите внимание, что если ноду iterate добавлять через правый вход, то итерации, если мы сделаем это выходной нодой, то итерации будут задействовать все, что внутри. Если мы подсоединяем ноду iterate через левый вход, то итерации не будут происходить с квадрантом. То есть она будет как проходной нодой. Можно использовать ее вот таким образом, к примеру. Так тоже можно делать это выводной. Даже если у нас будет здесь 11 итераций, а здесь одна, то всего у нас пройдет одна итерация. Мы подключаем через правый вход, делаем ноду iterate выводной нодой. И давайте сразу же мы итерацию создадим переменную итерацией. Выйдем наверх. И здесь создадим переменную amount. Это у нас будет целочисленная переменная. Она у нас будет отвечать за количество итераций, за количество повторений цикла. Заходим внутрь через Ctrl-E. И здесь давайте через empty function выберем getInteger. И в getInteger мы поймаем наш amount. Сделаем его выводной нодой. Дальше. На прошлом уроке мы поверхностно прошли, что такое цикл. Цикл — это количество повторений. То есть если у нас сейчас, допустим, я в amount вобью 111, то количество повторений будет у нас 111. Но важно понимать, что помимо того, что происходит повторение, программа еще создает новую переменную. Если мы зайдем в квадрант и, допустим, зайдем в Color Luminosity, возьмем ноду getFloat и откроем то, что нам доступно, мы увидим, что тут доступно 4 переменных. Time, Depth, Depth Power 2 и Number. Depth мы проходили на прошлом уроке. Depth Power 2 еще не прошли. И переменная Number. Вот переменная Number, она на самом деле напрямую работает с нодой итерации, с нодой iterate. Переменной Number присваивается текущее значение итерации. То есть, если у нас здесь всего 111 итераций, начинается с 0 и до 110. Обратите внимание, что начинается не с 1 до 111, а с 0 до 110. Давайте я создам пустую ноду, создам отдельно ноду iterate. Давайте поставим десятку для понимания.
Вот здесь сейчас 10 итераций. Начинаться они будут с нуля, заканчиваться 9. Вот это важно понимать. То есть переменная number при первой итерации имеет значение 0. При последней итерации имеет значение 9. Сейчас, если мы возьмем getInteger, возьмем наш amount, переведем его во float и amount разделим на number, то у нас получается, что при первой итерации, смотрите, при первой итерации будет у нас, давайте amount я сейчас поставлю 10. Первая итерация у нас будет 10 делиться на 0. Но делить на 0 нельзя, поэтому мы к number лучше прибавим единичку. Итак, первая итерация. 10 делим на 1. Давайте, я сейчас подумал, что давайте наоборот поменяем местами в делении их. То есть я возьму и поменяю местами их. Получается, что у нас первая итерация не 10 делим на 1, а 1 делим на 10. Дальше вторая итерация. Это мы будем 2 делить на 10. И так далее. Последняя итерация будет. Будем делить 10 на 10. Почему 10 на 10? Потому что я прибавлял к number единичку. Если бы я не прибавлял, то было бы в конце финальная number не десятка, а 9. И если мы сделаем это выводной нодой, то у нас каждая форма будет начинаться практически с темного цвета. 10-я форма у нас будет заканчиваться почти белым цветом. Потому что мы все это записывали в Color Luminosity. Если бы мы записывали вот эту формулу в офсете, то у нас number влиял бы на сдвиг. Ну и давайте, как и в прошлом уроке, сделаем паттерн offset рандомный. Я возьму float 1, из него возьму рандомное число от 0 до единицы. Это у нас будет для координаты x, это у нас для координаты y. И сейчас, если я соединю все в двумерный вектор, я могу вывести это в рандомный офсет. У нас ничего не показывается, потому что в паттерне не указали, какую форму мы будем выводить. Давайте, прежде чем мы выберем форму, мы уменьшим ее размер. Давайте до 1/10 по x и по y. И выберем диск. Мы увидели, что у нас разбросались диски, и у них как будто рандомный цвет. Но на самом деле это не рандомный цвет. На самом деле мы с помощью цвета можем понять, какой был первый круг, какой второй, третий и последний. То есть первый круг, скорее всего, был вот этот вот. Да, это 1/10 по RGB. И последний круг, скорее всего, был вот этот вот. Да, вот он, наверное, круг. Да, единичка. То есть в функции Color Luminosity мы использовали переменную number. Практически всегда с нодой iterate мы будем использовать переменную number. Она очень важна. Если в данном примере пока не явно ее преимущество, давайте рассмотрим следующий пример. Мы сейчас вот это все удалим. Удалим все наши функции. У нас есть кружок. И зайдем в паттерн offset. Мы возьмем переменную
getNumber, переменную мы возьмем getFloat и выберем переменную number. Теперь, если я по y оставлю одинаковую координату, допустим, будет нулевая координата, а мы помним, что нулевая координата у нас будет не здесь, а текущая, так как это offset. То есть по y у нас вот здесь нулевая координата будет в офсете. А переменную number мы будем делить на переменную amount. Возьмем getInteger, amount. Помним, что это у нас переменный float, это integer. Чтобы их делить друг на друга, нужно привести либо к флотам, либо к интеджерам. Итак, мы number делим на amount. Обратите внимание, тут я сейчас не добавляю единичку, потому что при первой итерации number будет равняться нулю, и 0 мы будем делить на amount. 0 можно делить на какое-то число, это будет равняться нулю. В этом не будет ничего страшного. И теперь, если мы создадим float 2 для позиции для нашей и выведем, то мы увидим, что сейчас наши кружки выстроились в линию. И давайте, чтобы было более наглядно, я все-таки верну функцию Color Luminosity вариации по цвету от переменной number. Я возьму опять же переменную number и также возьму переменную amount. Amount приведу к float и number разделим на amount. Только здесь, если мы будем 0 делить на amount, у нас получится 0 в цвете. Мы этот кружок не увидим, поэтому лучше я здесь добавлю к number опять же единичку. И это выведем на экран. Теперь мы видим, что вот это у нас первый круг, первая форма. Она у нас со сдвигом 0,0 идет. Потому что мы 0 делим на amount, получается 0. И дальше сдвиг идет. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот она. Седьмая, восьмая, девятая, десятая. 10 форм. Если мы в амаунте поставим 20, у нас будет 20 кружков. Но они накладываются друг на друга, потому что у нас размер pattern size один и тот же. 1/10. Давайте его тоже завяжем. Завяжем функцию от количества наших кружков. У нас есть переменная amount, которая говорит о количестве наших кружков. И если мы единичку разделим на количество наших кружков, то как раз мы поймем, сколько кружков нужно нам для заполнения кадра от 0 до единицы. Я хотел вывести тут это финальной нодой, но не забываем, что pattern size использует размер как по x, так и по y. Поэтому это двухмерная переменная, двухмерный вектор. И пока я сделаю это вот так вот. Сейчас у нас количество кружков зависит от амаунта. То есть если я буду уменьшать amount, кружки будут увеличиваться и полностью заполнять наше пространство, наш кадр. Если я буду увеличивать количество кружков, то они также будут у нас уменьшаться и полностью заполнять наше изображение. Теперь давайте сдвинем все кружки, чтобы у нас первый кружок начинался не с центра, а с самого левого края. Как это можно сделать? Это можно сделать двумя способами. Первый способ. Мы зайдем в Offset. И в офсете просто добавим сдвиг через float 2. По x мы сделаем сдвиг минус 0,5.
По Y сдвига не будет. И добавим с нашим текущим вектором. И теперь, если мы сделаем это финальной нодой, то у нас произойдет сдвиг. Но обратите внимание, сдвиг у нас произошел таким образом, что центр кружка уходит на нулевое значение x. Как с этим бороться? Тоже очень просто. Если вот это вот значение у нас это диаметр кружка, диаметр формы, то нам нужно просто сдвинуть на 1 радиус вправо все наши кружки. Поэтому мы диаметр формы делим на 2. И это получается радиус. И теперь мы можем просто... Вы знаете, я неправильно сделал, я сейчас смотрю. У нас получается радиус будет меняться от numba. Извиняюсь, это неверно. Давайте так, диаметр формы. Я возьму float 1. И единичку разделю на количество кружков. Вот это и будет у нас диаметр формы. Диаметр формы. И уже радиус формы будет, если мы диаметр разделим на 2. Это радиус. И теперь нам достаточно просто к x координате добавить наш радиус. И его вывести сюда. Мы увидим, что сейчас кружки четко встали в наше изображение. Все 20 кругов, по-моему, тут 20, 25, все 25 кружков находятся в нашем кадре. Это первый способ, как сдвинуть их. Давайте мы посмотрим второй способ. Второй способ находится чуть повыше. Если мы зайдем в ноду квадрант, мы можем выбрать Branch Offset. И если мы будем его сдвигать, у нас будет сдвигаться все, что рисуется в нашем квадранте. Поэтому мы можем здесь поставить минус 0,5. И также сдвинется все. Обратите внимание, что сейчас кружок встал на место, потому что я вот здесь вот в паттерн офсете вот эту часть не удалил. Если бы я ее удалил, то у нас также бы первый кружок начинался бы с нулевой координаты. Вот с нулевой координаты по x здесь. Но вот этот офсет небольшой я оставил. Следующий важный момент, который мы часто будем использовать в FX-мапе, это... Давайте откроем новую FX-мапу, сделаем ее черно-белой. Зайдем внутрь. Это, скажем так, стиль программирования. Зайдем в Color Luminosity. И здесь я выведу две ноды. Первая секвенция. И вторая нода Set. Вот эти две ноды, мы их раньше практически не использовали, но в FX-мапе мы будем очень часто их использовать. Они очень важны. Давайте я объясню почему. Допустим, у меня есть какая-то переменная, какое-то число. И если я сейчас после этого числа задам set и назову его как-нибудь, допустим, num, то я создаю переменную с именем num, в которой есть значение изначальное 0,5, к примеру. И теперь в FX-мапе я могу использовать эту переменную, если я ее обозначил вот здесь вот, то я ее могу использовать во всех следующих функциях, которые идут ниже. В Branch Offset, в паттерне, в Pattern Offset, в Pattern Size и так далее. Я сейчас здесь объявил переменную, и она будет работать
везде вот здесь. Давайте проверим это. Давайте я создам переменную size и захочу каким-то образом ее использовать в pattern size. Если я сейчас зайду сюда, я возьму getFloat и тут не найду эту переменную. Ну, скажем так, даже если я напишу здесь вручную size и сделаю ее вводной нодой, то у меня она работать не будет. Давайте сейчас мы поставим сюда какой-то паттерн, диск, к примеру. Я нажму 2 раза на FXMap, чтобы изображение, как только все ошибки пропадут, появилось на нашем экране. Итак, нажимаю Ctrl-E и смотрим. У меня вот здесь появилась ошибка в Color Luminosity. Почему? Ну, во-первых, тут нет выводной ноды. Но если я сейчас сделаю size выводной нодой, то у меня, давайте я сделаю size, то у меня нарисуется круг, переменная size подхватилась, и она заработала вот здесь вот. Если мы начнем крутить size, мы видим, что переменная работает и здесь, и в функции, извиняюсь, и в функции Color Luminosity, и в Pattern Size. Но в Color Luminosity я бы хотел добавить свое значение Luminosity. Как это сделать? Это можно сделать с помощью нода секвенции. Что делает нода секвенции? Секвенция, давайте я сейчас сделаю каким-нибудь вот таким образом. Секвенция, она позволяет программе обрабатывать сначала верхнюю ветвь, вот эту, то, что входит в верхний слот. Сначала вот эту часть графа, а потом уже вот эту часть графа. И на выход в секвенции выходит только нижняя часть графа. То есть верхняя, она срабатывает, но она не выводится сюда. Поэтому очень часто секвенции используют сетом. То есть в верхнем графе я просто создаю переменную какую-то, а в нижнем графе я уже вывожу значение функции, которые мне нужны. То есть сейчас, если я сделаю секвенцию финальной нодой, то у меня Color Luminosity будет относиться к нижней ветви. То есть если я начинаю крутить здесь float, мы видим, что яркость круга зависит только от нижней части. Если я начну крутить вот этот float, то у меня Color Luminosity никак не задействуется. Вот это очень удобно. Плюс ко всему, секвенции можно вкладывать одну в другую. Смотрите, я создаю еще одну секвенцию и ее вставляю в другую. Но у нас не работает сейчас верхняя секвенция, потому что в нижний вход ничего не входит. Если я поставлю в нижний вход size, то у меня работает две секвенции. Срабатывает сначала верхняя ветвь, а верхней ветви нету. Потом нижняя ветвь первой секвенции. Потом уже срабатывает нижняя ветвь нижней секвенции. Ну давайте, раз у нас появилась еще одна ветвь, давайте тоже создадим какую-нибудь переменную. Пусть это у нас будет float 2. И назову я эту переменную position. И вставлю ее сюда. Теперь я в pattern offset могу вставить через getFloat2 нашу переменную position. Тут в списке ее нету, ее приходится писать вручную, но чтобы не было ошибок, я часто просто беру, копирую через Ctrl-C нашу ноду set. И здесь Ctrl-V вставляю. И как только у меня появилась нода set с именем position, то в getFloat2 она тоже появляется. Здесь я ее подхватываю. И я ее делаю вводной нодой. И теперь,
Если я зайду в Color Luminosity, я могу вот здесь вот крутить настройку офсета относительно текущей точки формы. Плюс ко всему я могу настраивать здесь size, а также я могу настраивать здесь цвет. То есть я в Color Luminosity создаю переменные, и этими переменными я вот здесь вот оперирую. Это довольно частая практика, когда мы в каком-то месте, в данном случае мы в Color Luminosity объявляли множество переменных, а потом внизу мы работали с ними. Плюс ко всему, на самом деле, я могу сейчас после единички тоже задать переменную set, назвать ее переменной lum, к примеру. И теперь вот этот весь граф я могу вытащить из этой ноды. Допустим, я буду использовать ноду switch. И в свитче, в empty function, я скопирую сюда все эти переменные. Но мы видим, что у нас сейчас тут должна быть выводной тип функции булева, а у нас здесь float. Для этого мы создаем еще одну секвенцию, вставляем верхнюю ветвь секвенций в верхний слот секвенции, а в нижнюю мы вставляем булевую переменную. Допустим, это будет false. И делаю ее вводной нодой. Мы помним, что false это левая часть графа, поэтому подключаю левую часть графа сюда, с нижней, и делаю это финальной нодой. То есть на самом деле вот здесь в этой ноде switch я создал переменные. И теперь вот здесь я могу этот граф полностью удалить. Но только у меня появилась тут ошибка, потому что пустой граф. И вместо пустой функции, если я сделаю reset, она у меня будет работать, но я не смогу использовать переменную lum, да? Вместо пустой функции я сюда добавлю просто переменную lum. Я возьму также getFloat. Тут ее у меня нету. Напишу вручную lum. И начну ее использовать. И теперь я все переменные перенес в верхнюю ноду. И они у меня также перенеслись в квадрант, в нижний. То есть переменные, помимо того, что работают в самой ноде сверху, если мы создадим наверху их, они в самой ноде будут работать. Плюс ко всему, во всей ноде fxmap, если мы создадим переменную наверху, они будут использоваться у нас в нижней части графа. То есть я могу зайти сюда и здесь работать со всеми этими переменными. Теперь давайте рассмотрим систему из двух встроенных нод iterate друг на друга. Я это все удаляю. Создаю первый цикл. И также создаю второй цикл. Делаю верхний цикл выводной нодой. И в итерации здесь выставляю amount. И здесь выставляю amount. У нас сейчас ничего не показывается, потому что в функциях в Color Luminosity Pattern Offset и Size пытаются найтись переменные, но я их удалил, поэтому они не работают. Сейчас я их все обнулю, reset сделаю.
И вот сейчас у нас круг. Обратите внимание, если я сейчас сделаю FX-мапу 32-битный, я наведу пипеткой сюда и посмотрим, что у нас RGB равняется 625. 625 это 25, это у нас amount в квадрате 25. То есть на самом деле сейчас у нас 625 кругов здесь. Давайте попробуем распределить круги по всей площади нашего рисунка с помощью переменной number. Так, ну сначала мы сделаем pattern offset, pattern size. Давайте мы возьмем за основу float единицу и разделим его на количество кружков, на amount. Amount приведем к float и разделим. Это у нас pattern size будет. Он у нас будет такой же, как он у нас будет и на X, и на Y выводиться. Итак, pattern size у нас готов. Дальше. Pattern offset. Давайте мы берем. Давайте сразу же мы будем переменные, все переменные определять в color luminosity. Поэтому pattern size я сейчас здесь скопирую. И в color luminosity я вставлю. Итак, у меня вот здесь вот посчитался pattern size. Я сейчас задам переменную. Переменная будет у нас size. Теперь я делаю секвенцию. И в нижнюю ветвь секвенции я вставляю пока текущий цвет единичка. Итак, size у нас определен, но только он не работает еще. Здесь я должен удалить все. Взять getFloat2. Почему getFloat2? Потому что здесь мы уже float1 преобразовали во float2 и уже потом создали переменную size. Давайте мы ее скопируем сразу же. Здесь продублируем и уже отсюда мы можем взять имя size. Взяли. И делаем это выводной нодой. Итак, заработало. Дальше. Pattern offset. Точно так же. Я пока ресетну здесь. Pattern offset мы будем высчитывать вот здесь вот. Итак, нам нужна переменная number. И переменную number мы будем делить на amount. Делим на amount. И это у нас будет координата x. Координата y у нас пока останется нулевой. Я через ноду set определяю переменную position. Есть. Теперь надо как-то добавить в ветви в секвенции. Я создаю еще одну секвенцию. Size и position вставляю сюда, а эту секвенцию вставляю в верхнюю ветвь секвенции нижней. Итак, у меня готовы две переменных. И здесь уже в pattern offset я могу взять getFloat2 и вписать здесь position. Делаю его выводной нодой. Так, сработало. Теперь при наведении на кружок мы видим, что каждый кружок у нас по RGB имеет значение 25. То есть на самом деле сейчас первый цикл прошелся в первую линейку, и второй цикл 25 раз нарисовал вот эту вот линейку саму на себя. Почему у нас number не сработала на 2 цикла? Потому что
Потому что переменная number считает только последний текущий цикл. Вот этот цикл она считать не может. Она не считает. Поэтому нам надо как-то схитрить. Давайте мы здесь добавим сейчас ноду switch. И уже ее пропустим. Давайте через левую ветвь. Тут по умолчанию включена левая ветвь. И ее уже пропустим дальше в наш цикл. Итак, переменная number присутствует и в этом цикле, и в этом цикле. Но если цикл в цикле находится, то переменная number верхняя не срабатывает. Давайте вот здесь переменную number мы подцепим. Каким образом мы это сможем сделать? Мы зайдем в функцию селектора, возьмем секвенцию, сразу же в нижнюю ветвь мы вставим булевое значение. Левая ветвь у нас это false. Поэтому мы делаем setOutput нода. Все работает. И теперь вот сюда в верхнюю часть давайте мы попробуем вытащить точно так же переменную number, но эта переменная number будет совершенно другая вот здесь вот, чем здесь, в теории. Давайте проверим. Переменную number, и ее через переменную set мы назовем по-другому. Допустим, number 0. И теперь вот эту переменную number 0 мы можем вот здесь вот в нашей функции попробовать реализовать. Давайте попробуем реализовать это в координате y. Мы возьмем getFloat и вызовем переменную number 0. И уже ее разделим на amount. И посмотрите, у нас все вышло. То есть я переименовал вот здесь в этом ключе переменную number текущую на number 0. И уже вот здесь я смог ее подхватить. Теперь давайте задействуем Color Luminosity. У нас тут цвет значение единица у каждого кружка. Но если мы будем использовать number и number 0, то мы сможем задать плавный цвет от первого кружка до последнего. Так как number 0 это у нас строчки, то давайте number 0 мы будем умножать на amount. То есть на самом деле, если у нас есть, грубо говоря, цифра 25, у нас есть две переменных 2 и 5. Цифра 2 умножается на 10, а цифра 5 умножается на 1. И тогда, если мы 2 умножим на 10 и прибавим 5 умноженное на 1, у нас в итоге это получится 25. Вот это десятичная система счисления. Это означает, что, грубо говоря, у нас в каждом десятке 10 единичек. То же самое мы можем использовать, такую же самую схему мы можем использовать в нашей матрице. Сейчас у нас тут количество не 10, количество кружков не 10, а 25, да? Проверяем. Да, 25. То есть, на самом деле, чтобы посчитать какой-то кружок, допустим, вот этот, нам нужно знать количество столбцов и количество строк. И количество строк мы умножим на количество кружков в строке и прибавим текущее значение столбца. И тогда мы найдем вот этот круг. Поэтому мы
number 0 умножаем на amount и прибавляем number. Мы строки умножаем на количество кружков в строке и прибавляем текущее положение столбца. Вот это значение у нас идет от нуля. Почему от нуля? Потому что number 0 и number у нас считается не от единички, а от нуля. От нуля до amount в квадрате минус 1. Минус 1 все потому, что number у нас считается с нуля. И теперь, если мы возведем amount в квадрат, давайте мы отодвинем это чуть подальше, умножим само на себя, и здесь у нас будет amount в квадрате. Если мы вот это число будем делить на вот это, то вот это значение этого деления будет постепенно от нуля увеличиться до единицы. То есть мы можем взять и назначить переменную люм. И ее сразу вывести вот сюда вот. Единичку мы удаляем. И смотрим, что у нас вышло. У нас получается, что самый первый кружок где-то, по-моему, вот здесь вот. Не забываем почему, потому что у нас текущее положение квадранта находится в координате по x и по y 0,5 и 0,5. Поэтому мы branch offset сейчас сдвинем на минус 0,5. Минус 0,5. И здесь минус 0,5. Смотрим, что у нас центр первого кружка оказался в нуле. Поэтому давайте его сдвинем чуть-чуть. Сдвинуть нужно не на диаметр кружка, а на радиус по x и по y. Поэтому мы можем зайти в функцию. Обратить внимание, что вот здесь size это на самом деле тоже диаметр. И если мы диаметр разделим на 2, так, здесь у нас переменная float 2, поэтому мы разделим на двойную переменную 2 и 2. И тогда у нас получится вот здесь вот диаметр. Хотя давайте, чтобы не путаться, я вот это значение, точнее вот это вот, разделю на 2. И это у нас получилось значение радиуса. Давайте мы ее тоже обозначим как переменную. И пусть это будет переменная радиус. Также создаем секвенцию и соединяем ветви вот так. Теперь у нас сначала определяется переменный радиус, потом size, потом position, а потом luminosity, люм. Дальше в офсете, вот здесь в pattern offset, у нас текущую позицию. Каждую текущую позицию нам нужно просто сдвинуть на радиус по x и по y. Поэтому я беру переменную радиус.
создаю из нее вектор. И уже к текущей позиции я прибавляю мой вектор. То есть к текущей позиции будет прибавляться и x радиус и по x, и по y. И теперь делаю финальной нодой. Все, у нас все сдвинулось. Все заработало. И теперь давайте проверим. Если мы amount будем уменьшать, у нас уменьшаются кружки. Также, если мы будем увеличивать, у нас увеличиваются кружки. Вот таким образом, с помощью такой связки, мы подхватили переменную number из этого цикла и переменную number из этого цикла. Теперь давайте попробуем в Color Luminosity поставить не значение lum, а рандомное значение. Давайте я создам еще одну ветвь. Пусть у нас значение lum, переменной lum останется. Но на выход Color Luminosity будет у нас другое значение, независимо от переменной lum. Пока это у нас единичка. Но если мы из единички возьмем рандом, подключим сюда, мы увидим, что у нас не такой уж и рандом получился. Обратите внимание, что рандом срабатывает только если мы смотрим на одну строчку. Здесь более-менее видно, что рандомно. Если мы поднимаемся выше, мы видим тут какую-то закономерность. То есть вот этот рандом совпадает с этим. Это происходит потому, что рандом привязан к переменной number. А переменная number у нас из двойного цикла подхватывается только нижним циклом. Если бы у нас был один цикл без вложения, то нода рандом прекрасно бы справлялась с рандомом. И у нас были, когда мы в первом уроке делали шум, у нас был только один цикл. И переменная рандом хорошо справлялась с позицией, с масштабом и так далее. Тут такого не происходит. Каким образом это избежать? Можно работать либо с переменной global random, она в зависимости от того, какое входящее положение у нее идет, в зависимости от этого рандомно выбирает цвет из входящего положения верхнего. То есть смотрите, сейчас все кружки идут со значением 0,87. Если я seed буду менять на другое число, то у меня все кружки меняются. Но только они меняются на одинаковый цвет. То есть это, грубо говоря, вот это переменный integer является random seed. И теперь, если мы в random seed вставим не number, а текущий индекс кружка, мы его считали вот здесь вот, когда рассчитывали luminosity. Если мы вставим вот это вот, то у нас должно все заработать. То есть здесь у нас получается идут числа от 0 до amount в квадрате минус 1, и они у нас целые, да? Но на самом деле они флоты. Мы их спокойно переводим в integer и вставляем вот сюда вот. Теперь мы видим, что происходит реально рандом. Рандомная закраска элементов. Если мы увеличим, мы видим, да, рандом сохраняется. То есть нигде не проглядывается закономерность. Это первый способ. Второй способ, как можно было сделать рандомное значение, это использовать входящую карту. Давайте я сейчас здесь
помечу это как первый способ рандома. И второй способ рандома, для него нам понадобится входящая карта. Какую мы будем использовать карту? Для этого идеально подходит белый шум. White Noise. Она рандомно в каждый пиксель вставляет рандомное число от 0 до единицы. И вставляем White Noise в Input Image 0 в FX-мапу. И теперь перейдем в FX-мапу, перейдем в Color Luminosity. И вот здесь вот мы возьмем значение из карты, из входящей. Sample Gray Input 0. Но здесь нужны координаты входящей точки. Откуда мы их возьмем? Мы их можем взять из наших координат позиции. То есть у первого кружка позиция вот здесь, у второго вот здесь, у третьего здесь и так далее. И поэтому у рандомной карты, у White Noise считываться будет вот этот пиксель, вот этот, вот здесь и вот здесь. Это значение пикселя будет присваиваться яркости нашему кружку. Давайте мы вызовем переменную getFloat2Position. Вот мы ее здесь объявили в верхней ветви, а в нижней ветви мы ее можем взять спокойно. И считать с этой позиции значение карты нашего входящего шума. И теперь мы можем вставить это в выходную часть функции Color Luminosity. Давайте посмотрим, что у нас вышло. У нас также вышел рандом. Если мы сейчас увеличим Amount, точно так же мы видим, что у нас все так же рандомно закрашиваются кружки. Давайте мы возьмем какую-нибудь карту с плавным градиентом. Я думаю, для этого подходит Gaussian Noise. Вставим Gaussian Noise в Input Image 1. Нажмем 2 раза на FX-мапу. Зайдем внутрь. И вместо того, чтобы считывать с нулевого входа карту, мы считаем с первого. И мы увидим, что точно так же цвет считался с той карты. Давайте значение кружков мы чуть-чуть уменьшим. Pattern Size, допустим, умножим на какое-то float меньше единицы. Допустим, вот так вот. И мы можем через Blending Mode посмотреть, насколько правильно у нас сошлось все. Мы видим, что вот карта шума, а вот наши закрашенные кружки. Вот таким образом мы использовали входящую карту Gaussian Noise. Мы можем смешать эти две карты. Давайте создадим переменную LumRandom. При единице у нас будет максимальный рандом. При нуле у нас будет показываться Gaussian Noise. Заходим в превью. Видим, что у нас сейчас показывается Gaussian Noise. Хотя давайте все-таки вернем значение Pattern Size на Size обычный. Так больше мне нравится. И теперь в Color Luminosity мы смешаем две карты.
Input image 0 и Input image 1. Каким образом мы будем их смешивать? Мы помним, что вот здесь Input image 0 это рандом, а Input image 1 это Gaussian noise. Мы возьмем переменную LumRandom и будем использовать линейную интерполяцию. Итак, когда 0, у нас будет Gaussian noise появляться. Поэтому сюда мы вставляем Gaussian noise. Когда единичка, у нас будет рандомное значение появляться. И вставляем это вот так вот. Подключаем таким образом. И можем проверять, как у нас все работает. Мы начинаем крутить LumRandom, и мы видим, что у нас кружки рандомно закрашиваются. Если мы поменяем, вместо кружков поставим квадраты, мы увидим, что вот у нас был Gaussian noise, и таким образом у нас проявляется как бы шум в нем. И если мы поставим на максимум, у нас вообще пропадет Gaussian noise. И также можем крутить амаунты. Вот таким образом можно поиграться. Обратите внимание, если я буду в квадранте использовать branch offset на нуле, давайте я поставлю на нуле, верну LumRandom на 0, чтобы мы видели Gaussian noise, и перейду в Blend. И мы посмотрим, сейчас у нас Gaussian noise изначальный, который входит. И давайте посмотрим на финальный выход наших квадратов. Мы видим, что они поменялись. Почему поменялись? Давайте вместо Gaussian noise я возьму Shape. Возьму параболоид и вставлю его сюда. Я вижу, что у меня здесь, давайте количество амаунтов мы сделаем поменьше и сделаем это кружками. Мы видим, что у нас неправильно считались карты. Почему? Потому что position по умолчанию нулевая позиция находится вот здесь в квадранте. И из-за того, что мы не использовали branch offset, у нас все карты считываются с нулевой позиции отсюда, а не с этого угла. Для этого вы можете использовать либо сдвиг по branch offset, как я делал, либо в position перед объявлением переменной добавить float2 минус 0,5 и минус 0,5. И все равно у нас ничего не сработало. Давайте разбираться, почему. Потому что неважно, какая у нас позиция, даже если мы их сдвинули, то карты считываются вот эти относительно branch offset. То есть если branch offset нулевой, то нулевая позиция вот здесь берется, а нулевая позиция карты вот здесь. То есть сдвиг все равно происходит из-за branch offset. Чтобы использовать сдвиг в нашей функции, нужно вот эту вот часть добавить вот к этой позиции перед тем, как мы считываем карту. И тогда здесь будет все у нас работать. Вот таким образом. То есть мы сдвиг создали перед считыванием карты.
И тогда у нас все заработало. Поехали дальше. Работать со входящими картами мы научились. Идем дальше. Создаем новую FX-мапу. Делаем ее черно-белой. И давайте мы нарисуем по кругу с заданным радиусом кружки. Так, ну переменная amount у нас уже есть. Она будет задавать нам количество кружков по кругу. У нас не хватает переменной радиуса, да? Ну давайте пока переменная радиуса пусть будет 0,5. Заходим внутрь в FX-мапу, и нам понадобится цикл. Создаем ноду iterate, делаем его выводной и привязываем к переменной amount. Цикл готов. Теперь давайте заходим в Color Luminosity, и тут мы сейчас будем настраивать переменные наши. Итак, цикл готов, поэтому мы сразу возьмем и вытащим переменную number. Мы будем рисовать круги. Так, давайте я это сотру. Вот у нас центр. Вот у нас круг. И мы будем рисовать круги относительно центра. Смотрите, мы будем использовать полярные координаты. В полярные координаты у нас будет входить длина и угол наклона. Длина у нас будет всегда постоянная, это будет радиус, а угол наклона будет меняться. Здесь угол наклона нулю будет равен, здесь угол наклона какое-то значение альфа. Здесь угол наклона будет 2 альфа, здесь угол наклона 3 альфа и так далее. Для этого вытащим мы переменную amount и разделим number на amount. Получается у нас вот это число будет с каждой итерацией увеличиваться от 0 до единицы. От 0 до единицы. И она нам будет задавать радиальный угол. Мы возьмем переменную, которая будет у нас пока радиусом. Точнее не переменную, а число. И возьмем ноду Cartesian. Значит так, сюда будет входить у нас длина отрезка. Давайте радиус пока у нас будет 0,5. А здесь будет угол. Угол у нас будет постоянно меняться. Только смотрите, во вход нам нужно подавать угол не от 0 до единицы, а угол в радианах. Радианная мера угла считается от 0 до 2π. Поэтому нам нужно просто вот это вот число умножить на 2π. И это мы вставим сюда. Теперь на выход нам подаются декартовые координаты. Поэтому мы сделаем здесь, поэтому мы поставим здесь ноду set и назовем их position. Давайте посмотрим, что у нас выходит. Я создам через ноду секвенции float единичка, так как это у нас функция color luminosity, и сделаю ее вводной нодой. Дальше pattern size я пока сделаю маленький. Ну пусть будет 0,2. 0,02 по x и по y. И pattern offset я сделаю getFloat2, вызову переменную position. Сделаю вводную ноду, и у нас ничего не показывается, потому что в паттерне у нас noPattern. Если мы поставим диск, мы увидим, что у нас
что-то нарисовалось, но нарисовалось не совсем то, что хотели, да? Давайте мы преобразуем ноду в 32 бита FXMap и проверим, есть ли у нас накладки. Единичка, единичка, накладок нет. Давайте смотреть, где мы ошиблись. Ошиблись мы в следующем. Мы при перемножении умножали не на 2π, а на π. Почему-то у меня выбралось π. Я выберу 2π и поставлю перемножение сюда. Все, у нас все заработало. Обратите внимание, что радиус 0,5, то есть половина нашей картинки. А так как у нас центр по центру находится, то половина картинки находится как раз на краю имиджа. Если мы уменьшим, мы увидим, что у нас радиус уменьшается. Давайте создадим переменную. Переменная радиус у нас будет. И ее привяжем вот сюда вот. getFloat, радиус. А это удаляем. Так, переходим на превью. Радиус у нас равен единице. То есть, вот он идет радиус. Поэтому мы радиус можем уменьшить. И теперь все заработало. Давайте попробуем рассчитать диаметр наших кружков, чтобы кружки как бы касались всегда друг друга. Каким образом это сделать? Мы знаем, что длина окружности равна 2πr, то есть вот эта вот длина равняется 2πr. Мы заходим в Color Luminosity, берем наш радиус, умножаем на 2, хотя мы можем сразу умножить на 2π. Это и будет длина нашей окружности. Так, длина окружности у нас есть. И мы знаем количество кружков. Поэтому мы возьмем длину окружности, разделим на количество кружков. Давайте мы просто вот это продублируем, чтобы не делать паутину. Мы длину окружности разделим на количество кружков. И на самом деле вот здесь сейчас появился наш искомый диаметр, который нам нужен. То есть вот это значение, это расстояние между кружками. Либо расстояние, давайте это я удалю, либо вот это вот расстояние. Вот. L. Давайте мы сделаем переменную L. Давайте, наверное, не L, а давайте переменную size. Да, наверное, так сделаем. Переменная size. И также через секвенцию. Через секвенции подключим верхнюю ветвь. У нас подхватывается переменная size и переменная position. И попробуем вместо pattern size взять нашу переменную. Так, она у нас getFloat. И создадим здесь двухмерный вектор. И его выведем наружу. И мы видим, что на самом деле все заработало. То есть при увеличении амаунта и при уменьшении у нас кружки соприкасаются друг с другом.
Также мы можем уменьшать радиус, увеличивать. И у нас все работает. Теперь давайте задействуем функцию поворота. Что я хочу сделать? Я сейчас хочу нарисовать линии от центра до каждого кружка. Вот таким образом. Как я это буду делать? Давайте я просто скопирую ноду. И теперь вместо диска я буду использовать квадрат. Но каким образом я нарисую линии с помощью него? С помощью квадрата. Все очень просто. Мы сейчас будем рисовать квадраты не в позиции кружков. Давайте я сотру. Допустим, у нас вот центр. Центр этого круга. Соединяем. Мы будем искать центральную точку, вот эту вот. И будем находить угол наклона. И благодаря этим параметрам мы сможем нарисовать прямоугольник вот с такой длиной и с минимальной шириной. То есть вместо прямоугольника у нас будет линия под определенным углом альфа. Давайте сначала найдем вот эти вот точки. Позиции этих точек. Вот эта позиция, это у нас позиция нашего круга. Как найти позицию точки? Нам нужно сложить координаты вот этой точки и вот этой и разделить на 2, и тогда мы найдем середину данного отрезка. Вот эти координаты у нас есть. Это у нас координаты position. Эти координаты у нас относительно в самой ноде квадранте являются 0 по x и 0 по y. Поэтому я возьму координаты 0, 0, сложу с координатами с нашими... Давайте я вот так вот сложу вот с этими координатами и разделю это на 2. Разделить на 2 это умножить на 0,5. То же самое. Теперь я создам новую переменную. Пусть будет это position 2. Это позиция нашего квадрата будет. Давайте проверим, как у нас это работает. Мы в offset поставим не position, а position 2. Давайте мы сблендим сейчас две fx мапы. Так, и мы видим, что у нас позиция находится верно. Я надеюсь, что верно. Итак, центральную точку мы нашли. Давайте найдем угол наклона. Угол наклона на самом деле рассчитывается просто. У нас есть вот эта координата и вот эта координата. Если мы будем считать, что вот эта координата у нас 0, 0, так, я вот так помечу, то вот эта координата имеет значение x и y. И на самом деле вот этот угол, тангенс угла наклона вот этого, тангенс альфа, равен синус, деленное на косинус. А синус у нас на самом деле, синус в этом прямоугольном треугольнике является
противолежащая сторона, деленная на гипотенузу. Да? Противолежащая сторона вот эта, гипотенуза вот эта. Давайте мы гипотенузу обозначим как c, а эта противолежащая сторона у нас y. То есть синус у нас равен y, деленное на c. Косинус у нас равен альфа, я забыл здесь нарисовать альфа. Косинус альфа у нас прилежащая сторона, деленная на гипотенузу. Прилежащая сторона это x, деленное на c. Итак, синус, деленное на косинус, получается, что мы косинус переворачиваем, c у нас сокращается, и тангенс альфа, тангенс угла альфа у нас равен y, деленное на x. Соответственно, если я зайду сюда в fx-мапу и возьму вот эту вот позицию, это на самом деле у нас тангенс угла наклона. Итак, давайте... Так, я сейчас это уберу. Давайте я сейчас запишу, возьму getFloat2, возьму позицию. Это на самом деле у нас тангенс угла наклона. Тангенс альфа. А что если я захочу текущую точку менять? То есть, чтобы она у меня была не в нуле, а в любом другом положении. На самом деле, если у нас будет другая точка, допустим, вот эта вот, и нам надо будет найти тогда, во-первых, новые координаты, position 2, а во-вторых, новый угол наклона. Новый угол наклона. Итак, новые координаты у нас будут зависеть от вот этой позиции. Давайте мы ее обозначим pivot. Создадим переменную. Выйдем наверх. Создадим переменную pivot. Она у нас будет float2. И по умолчанию она у нас будет 0, 0, 0. Даже не 0, 0. Так, сейчас я думаю, как проще. Давайте по умолчанию она у нас будет 0,5. И будем использовать ее как позицию. То есть вот, мы можем использовать эту переменную вот таким образом. И теперь здесь мы возьмем getFloat2 position, точнее pivot. Но мы помним, что здесь сдвиг происходит на пол экрана по x и по y, поэтому мы к pivot прибавляем float2 со значениями 0,5 по x и по y. И добавляем это вот сюда вот. Итак, смотрим, что у нас вышло. Так, нет, у нас не заработало ничего. Так, у нас что-то происходит со сдвигом. Давайте смотреть. Так, вот здесь вот у нас все работает при позиции 0,0. На самом деле, я, наверное, понял, в чем проблема. Нам надо было не складывать 0,5 по x и по y, а вычитать. Давайте мы сделаем вычитание. Итак, все, сейчас заработало. Если мы
текущую позицию ставим в центр, у нас позиции квадратов становятся на места. И здесь тоже все начинает работать. Так, это мы удаляем. Итак, как найти тангенс угла наклона? Допустим, центр у нас находится не по центру, а вот здесь вот. Допустим, вот в этой точке, к примеру. Эта точка имеет свои координаты. И если мы представим, что эта точка имеет координаты 0, 0, то нам нужно из этой координаты вычесть координаты вот этой точки. И тогда мы получим координаты этой точки относительно вот этой, если у нее координаты 0, 0. То есть на самом деле нам нужно из координаты position вычесть координаты нашей переменной pivot. Смотрите, мы берем переменную pivot, берем переменную position, вычитаем из position pivot, и у нас это будет угол наклона, тангенс угла наклона. Так, тангенс угла наклона мы нашли, но если мы зайдем, посмотрим pattern rotation, то тут у нас никак не участвует тангенс угла наклона. Тут у нас угол наклона варьируется от 0 до единицы и дальше повторяется. То есть нам нужно из тангенса альфа просто найти угол альфа. Так, находим. Вот у нас тангенс угла альфа. Для этого нам понадобится арктангенс. И на выходе у нас число. Давайте попробуем понять, что на выходе выходит у арктангенса. Мы выходим наверх, создаем ноду value процессор, берем, к примеру, как float 2, находим арктангенс угла. Итак, давайте представим, если у нас x и y одинаковые во float 2, то получается у нас это x, это y. Допустим, здесь равно единичка, здесь равно единичка. То угол наклона у нас равен 45 градусов. Давайте посмотрим, что нам даст значение арктангенса угла. Делаем вводной нодой. Мы видим, что у нас значение арктангенса при 45 градусах равно 0,78. Давайте думать, что это такое. Мы возьмем 2π и разделим наш арктангенс на 2π. У нас получилось 125 тысячных. На самом деле это получается 1/8 от единицы. И если считать, что круг равен единице, оборот вокруг оси, то 1/8 круга это как раз 45 градусов. То есть на самом деле выход у арктангенса обозначается в радианах. И чтобы перевести в значение от 0 до единицы, нам нужно разделить на 2π. То есть нам нужно сделать вот такую вот операцию. Возвращаемся в нашу ноду fxmap. Вставляем сюда, да? То есть на самом деле после нашего арктангенса нам нужно еще плюс ко всему разделить его на 2π. Да что такое? Вот. И это у нас будет угол от 0 до единицы. Теперь мы спокойно можем задать переменную.
и сделать еще одну ветвь из секвенций. Вот таким образом. Так, угол у нас готов. Давайте его сразу применять сюда. Я беру getFloat и ввожу вручную англ. Смотрим, что у нас вышло. У нас что-то произошло, что-то пошло не так. Чтобы понять, что у нас идет не так, давайте мы сейчас зайдем в Pattern Size. И в Pattern Size вручную, допустим, на Y-координату поставим достаточно малое значение. Давайте еще меньше поставим. Переходим наверх и смотрим, что у нас вышло. Сейчас мы поставили на центр наш pivot. И мы видим, что поворот происходит не совсем корректно. Давайте искать ошибку. Заходим в квадрант и внимательно изучаем. Давайте посмотрим, чему равняется выход арктангенса 2. Мы перейдем в валовый процессор. Точнее, не арктангенса. Давайте вернемся обратно. Так, я запиню сразу этот граф. Я думаю, у нас ошибка в тангенсе. А вы знаете, скорее всего, даже не в тангенсе, а из-за того, что мы здесь pivot вычитали 0,5, давайте здесь мы создадим еще одну переменную. Пусть будет pivot 2. И мы будем здесь использовать pivot 2. Вот, сейчас все верно, все заработало, смотрите. Давайте проверим. Да, у нас все работает. Работает как надо. Так, с углом разобрались. Теперь, каким образом мы сможем нарисовать линию четко от центра, четко от пивота до центра каждой сферы? На самом деле, нам просто надо найти длину эту. Эту длину найти просто. Мы уже здесь находили... Кстати, давайте я, наверное, чуть-чуть неправильно написал. Вот так надо будет соединить. Так будет проще. Хотя pivot 2 все равно подхватился. Странно. Так, как найти длину вот этого отрезка? У нас есть положение вот этой точки, есть положение вот этой точки. Мы просто перейдем в вектора. Давайте я сейчас покажу. То есть, грубо говоря, вот эта точка, это у нас вектор А. А вот эта точка, это у нас вектор Б. И нам нужно найти длину вектора С. Каким образом это делается? Очень просто. Нам нужно вычесть из вектора А, Б или из Б, А, неважно, потому что мы находим только длину. Ну давайте А минус Б. Таким образом. Это и будет у нас вектор С. Он может быть направлен вот так, либо так, неважно. И нам нужно найти длину вектора С. Длина вектора С находится через скалярное произведение вектора на само себя. Скалярное произведение вектора самого на себя будет выдавать нам квадрат длины этого вектора. Я уже несколько раз объяснял,
как это происходит, в курсе про пиксель-процессор вы можете это найти. Здесь я сейчас не буду уже углубляться в это. Мы просто берем координаты Pivot, Pivot 2. Координаты Position 2. Так, точно нам нужны Position? Нет, не Position. Нам нужны координаты, не Position 2, нам нужны координаты Position, вот эти вот. Поэтому берем координаты Position. И у нас получается вот это вектор B, вот это вектор А. Вычитаем их друг из друга. И находим скалярное произведение. Дот-продукт. Это и есть скалярное произведение вектора самого себя. Сейчас это квадрат длины вектора c. Поэтому мы возьмем и найдем корень. Это длина вектора. А на самом деле это будет длина линии. Итак, я создам еще одну переменную. Переменной будет len. Через секвенцию добавлю эту переменную в наш список. И теперь вот здесь вот в size вместо size я буду писать, я буду брать переменную len. Тут ее нету. Я сделаю вот таким образом. И смотрите, у нас все заработало. Давайте линии я сделаю еще тоньше. 0,5. И теперь, если мы будем двигать точку Pivot, мы видим, что у нас все работает. Вот таким образом. Теперь давайте добавим немного разнообразия в нашу форму. Сейчас у нас идеальный круг. Ну, давайте добавим переменную радиус рандом. Мы поставим пока на 0 ее, чтобы рандома не было. Перейдем на превью. И зайдем в нашу функцию Color Luminosity. Итак, позиция у нас определяется вот здесь вот. А именно вот сюда вставляется радиус, который неизменен, и угол наклона, который рассчитывается через переменную number. Нам нужно поменять чуть-чуть радиус. Итак, мы возьмем и из радиуса найдем рандомное число. И также возьмем нашу новую переменную, которую мы назначили радиус рандом. И все так же через линейную интерполяцию мы сейчас подключим. Смотрите, когда радиус рандом у нас равен нулю, тогда у нас радиус всегда будет одинаковый. Когда радиус рандом у нас равняется единичке, то у нас будет рандомный радиус забираться от нуля до радиуса. И это подключаем теперь сюда. Давайте проверим, как у нас работает. Так, у нас все заработало, только так как у нас две карты FXMap, у нас вот здесь работает, а здесь кружки не работают. Нам придется добавить часть кода вот этого вот в эту FXMap.
То есть я радиус сейчас подключаю сюда и сюда. И теперь это вывожу вот сюда. И смотрите, у нас все заработало. Несмотря на то, что у нас рандом находится в разных FX-мапах, он у нас работает одинаково. И в этой ноде, и в этой. Давайте зайдем внутрь, посмотрим, почему он работает одинаково. Он у нас используется здесь один раз. И в этой FX-мапе. Если бы я вот здесь вот добавил бы еще один раз рандом, допустим, в начале, то у нас бы все поломалось. По идее. Давайте проверим. Мне кажется, все поломается. А у нас ничего не поломалось. Нет, все работает. Отлично. Все это забыли. Это я был неправ. И смотрите, из-за того, что у нас, грубо говоря, условный рандом, в какой-то степени это минус, в какой-то степени это плюс. То есть в данном случае это плюс, потому что мы можем использовать в разных нодах один и тот же рандом и делать вот такие вот вещи, да? И все у нас работает. Давайте еще раз проверим все наши переменные, насколько хорошо работают. Значит, amount у нас работает. Lum_random. Так, Lum_random не работает. Это у нас от предыдущей FX-мапы осталось. Вот здесь вот Lum_random. Радиус. Радиус работает. Радиус random работает. И pivot у нас все так же работает. Так. Это был достаточно важный урок по FX-мапе. Мы на достаточно легкой практике изучили основные моменты работы с FX-мапой. Дальше у нас будут занятия практические. Мы будем создавать разные паттерны всякими хитроумными способами.